Всем привет! В этом видео расскажу про инструмент наличники от Kossy, плагин Archiframe. Для этого видео я подготовил несколько различных преднастроенных уже наличников. И, соответственно, сейчас я покажу, как они создаются. Вообще, надо сказать, что этот инструмент, он довольно универсальный. Мы можем добавлять различные виды окон для формирования наличников. И кроме того, мы можем формировать количество досок, их расположение относительно проема, длину, форму, материал и так далее. Таким образом, мы можем любой декоративный наличник сформировать и, кроме того, добавить к нему откосы. Давайте рассмотрим несколько примеров, которые я подготовил. Выберем здесь базовый экстерьер тип 1. Создать. И вот видим, что у нас сформировались вот такие вот наличники. Следующий тип 2. Видим, что у нас теперь более сложная форма этих наличников. Появились различные вырезы у досок. И также доски вертикальные, вот эти вот, и горизонтальная верхняя, они удлинены. И в принципе уже наличники такие, они как декоративные идут. Следующий вариант — это декоративный экстерьер. Создаем. Видим, что наша конструкция еще усложнилась. У нас появились вот такие вот отверстия у наличников. Такой вот декоративный элемент. И кроме того, вот такой вот декоративный наличник. Далее посмотрим еще один вариант. Создаем. И видим, что тут еще более сложная конструкция. Помимо декоративных элементов и отверстий у нас также вот эта вот верхняя горизонтальная доска удлинена. Тут есть вырезы. И также вот этот вот наклон наличник, он изменен относительно, например, вот этого варианта. Ну, также тут есть паз. Далее рассмотрим различные варианты форм окон. Например, вот такое вот окно. Выберем здесь у нас базовый экстерьер, создать. Вот наличник сформирован. Тип 2, соответственно, вот так вот. И то же самое можно выбрать для любого наличника. Соответственно, так можем менять. И также вот для такой формы окна у меня есть отдельная предустановка. Вот так это выглядит. Вполне симпатично получилось. И таким образом мы можем буквально за пару кликов создать как и наличники, так и откосы. Соответственно, тут также инструмент позволяет и снаружи делать наличники, и изнутри. Все, что мы сформировали в нашей таблице XML, отображается вот здесь вот. Мы выбираем, создаем, и, соответственно, вот у нас уже конечный результат. Этот инструмент, в принципе, имеет свои особенности. Например, не по умолчанию вот для таких окон наличники не формируются, если вы пользуетесь, скажем, библиотекой не английской, которая изначально в Archiframe, а какой-то другой. В данном случае у меня это классифицированная библиотека, ромбовидное окно, и по умолчанию наличник не поддерживает вот такой тип окна. Ну, это тоже касается и таких вот сложных форм. Соответственно, я это добавил, и теперь добавил поддержку, и теперь, соответственно, окна формируются также наличники. А во всех этих нюансах и различных настройках, как сделать под себя и так далее, я расскажу на своем курсе Archiframe под ключ. Поэтому, если вам интересна эта тема, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк.
Всем спасибо за просмотр, всем пока.